Здравствуйте еще раз, дорогие подписчики. Вот я сегодня вам уже обещала и делала анонс, что ко мне придет Рауль, оценка, потому что мы собираемся сейчас подавать документы на вид на жительство. Поэтому сейчас я вас хочу познакомить вот с этим человеком, кто приехал в Грузию, кто будет приезжать в Грузию, покупать недвижимость, кому нужна будет оценка, кому нужен будет вид на жительство. И вообще, Рауль, расскажите, какие вы спектр услуг оказываете и что сейчас мы с вами будем делать, собственно говоря. Ну, наша команда, конечно же, во-первых, здравствуйте. Наша команда помогает всем иностранцам, которые хотят обжиться в Грузии, подготовке документов для вида на жительство, правильной подготовке документов для вида на жительство, в том числе и подготовку оценочных актов для того, чтобы человек, имеющий имущество в Грузии, мог получить соответствующее вид на жительство. Ну, конечно же, есть там очень много, спектр у нас очень большой, но я не буду... У вас, получается, юридическое как бюро? Юридический консалтинговый у нас есть юридический консалтинговая группа компаний, которая занимается непосредственно помощью, предоставлением помощи иностранцам для того, чтобы они могли здесь обжиться, получить вид на жительство, получить гражданство и, соответственно, заняться каким-либо бизнесом, значит, регистрация компании в этом тоже у нас входит, юридическая и бухгалтерская поддержка в наших компаниях, как говорится, это все предусмотрено. Ну, а остальное уже, как говорится, самим вам решать, как вам лучше подойти в этом отношении. А мы сейчас подготавливаем документы для того, чтобы Василина у нас имела возможность получения вида на жительство. Первый из этапов, так как у Василины есть имущество, первый из этапов это обязательно сделать оценочный акт, оценку ее имущества, насколько ее критериум стоимости ее имущества, насколько подходит к тому, чтобы она получила вид на жительство. По сейчасному законодательству в Грузии для того, чтобы человек получил вид на жительство, стоимость его имущества должна составлять не менее 100 тысяч долларов. Да, вот и будем сейчас этим заниматься, оценивать. Делать фото объекта. Фото объекта. Но только не фото. Только не с хозяйкой объекта. Потому что хозяйка у нас бесценная. Да. Ее отснять невозможно. Сейчас Рауль, получается, все отснял. Срок рассмотрения заявок 10, 20, 30 дней. Вот это официальные взносы, которые есть в юстиции. Они стоят от 210 до 410 лариков. 210 лариков, соответственно, 30 дней рассмотрения заявки. Ну вот по моей ситуации мы можем сейчас сказать сумму? В радиусе на одного человека примерно весь пакет обходится в радиусе 200-300 долларов, смотря сколько квартир или сколько кадастровых кодов имеется. У меня, так как у меня 2 кадастровых кода, поэтому у меня умножается. Это в среднем пакет одного человека вместе с расходами юстиции обходится от 200 до и выше. В зависимости, сколько кадастровых. В зависимости от того, какая категория, сколько. Это имеется в виду, если человек имеет имущество. От 200 и выше. В зависимости от того, сколько у него имущества числится. Ну вот у меня, получается, на меня и моих 2 детей несовершеннолетних, с учетом того, что у меня 2 кадастровых номера, у меня получается квартира 68 квадратных метров и терраса, которая еще сейчас не в жилом, это не жилое помещение, и получается поэтому 2 кадастровых номера, и вся эта площадь у меня будет, это будут переводы документов, свидетельства о рождении детей, паспорта, все это он будет переводить, и получается вот в моей ситуации у меня сумма вышла 1800, где-то до 2000 на 3 человека. Да, вместе с полностью весь пакет с оплатой в юстиции, вот этих всех заявлений, подача заявлений, 1800 лари. 1800 лари на троих, и 2 получают 2 кадастровых номера. Вот. Что такое там? Рауль, расскажите еще, пожалуйста, по срокам, как у нас эта процедура будет вообще проходить, поэтапно.
Поэтапно. Значит, здесь у нас непосредственно случай подачи заявления на вид на жительство по имуществу, по имению имуществу. По срокам это самый короткий, самый длинный срок полностью, чтобы пройти всю процедуру, это в радиусе 40 дней. То бишь, первое, то, что подготавливается акт оценки, переводятся соответствующие документы, которые нужны в юстиции для заявления. Переводы свидетельства, свидетельства, паспорта, подготавливается специальная заявочка, и в юстиции есть 3 вида периода рассмотрения. 30 дней, 20 дней, 10 дней, как я уже За раньше ускоренную говорил. нужно доплачивать. Но мы не будем ускоренную делать. Ну, мы и так в среднем, ходим по в среднем срокам. мы рассчитываем, что где-то в радиусе 35, максимум 40 дней, все это ответ, как говорится, уже должен быть. Получается, так как мы прилетели сюда в декабре, 20-х числах, 21 декабря мы залетели в Грузию 2019 года, у меня 360 дней я могу здесь пребывать и потом выезжать после 360 дней. И мне до этого время мы еще сейчас успеваем, поэтому мы не будем делать ускоренную. Мы думаем, что у нас все так будет. Не, обычно. Не будем ускоряться, у нас, как говорится, время есть для того, чтобы всю процедуру пройти от начала до конца. Эта процедура только получения, возможности получения вида на жительство одного человека, то бишь родителя. В последующем, как только родитель будет уже иметь разрешение на виды на жительство, тогда уже в последующем уже имеет право. Тоже такой же срок. Тоже такой же процесс. Тоже такая же процедура идет. И приблизительно в таких же сроках может получить любой следующий член семьи. Получается, ну, я делаю первое, 35 дней, да? Так как вы являетесь владельцем имущества. И потом двое моих детей тоже вместе. Имеют право потом. Да, только после меня. После Но того, они сразу вместе вдвоем, ну, 2 подаем. Не одного ребенка, а потом второго, а сразу же двоих. Сразу же. Как только уже один член семьи имеет вид на жительство, скажем, по этой категории, по категории имущества, дети то присоединяются остальные члены семьи, дети или же другой член семьи, не имеет значения, имеет право уже под эту категорию подписаться и получить вид на жительство. Все понятно, все. Ну все, в принципе, мы все рассказали, да. Если какие-то будут вопросы, я оставлю под этим видео в описании контакты Рауля. Звоните, обращайтесь, прямой контакт можно, да, на вас оставить. Поэтому вот такой человек, который профессионал в этих юридических вопросах, он может вам дать консультацию, либо ответить на ваши вопросы уже там конкретно, что вы ему зададите. Все? Все? Да? Да. Ну все, контактные данные все. оставим. В добрый путь тогда. Удачи всем вам и нам. И нам. Да.